Новая версия операционной системы, наличие NFC-модуля, высокоточная GPS-навигация, встроенная Amazon Alexa, фитнес-трекер на базе искусственного интеллекта, классический дизайн, время автономной работы до 14 суток, сервис Zepp Aura для подбора индивидуальной музыки, которая поможет быстрее заснуть, постоянное измерение пульса, кислорода в крови и стресса, мониторинг сна, измерение температуры кожи, и это только малая часть того, что нам обещает производитель. К рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Amazfit Balance. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я вам расскажу. Распаковка. Упаковка стандартная для Amazfit. На ней есть название, изображение и краткие характеристики модели. Пакинг хороший, все пришло в целости и сохранности. В комплекте мы имеем карточку с QR-кодом для скачивания приложения, сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство, зарядное устройство с 2 пинами и довольно длинным кабелем. Смарт-часы легкие, ко всему тонкие, за что сразу же плюс. Габариты смарт-часов 48 на 52 на 12,6 мм, ширина ремешка 22 мм, вес устройства 44 грамма. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного сейчас. 3 товара по 185 рублей, допустим, у Алишки есть из интересного. На Яндекс.Маркете вообще 10% коды почти на все. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Скоро ноябрь, там вообще все жарко будет. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляется данная модель в черной и серой расцветке. Дизайн устройства схожий с дизайном модели Amazfit Cheetah Pro. Внешние смарт-часы выглядят привлекательно. Средняя рама выполнена из алюминиевого сплава, а нижняя часть корпуса из армированного волокном полимера. Безель у данной модели выполнен из антибликового стекла. Экран покрыт закаленным стеклом, которое у меня поцарапалось в первый же день. Вот такие вот дела. Ремешок тканевый шириной 22 мм. Он быстросъемный и имеет застежку на липучке. Охват запястья от 150 до 210 мм. Ремешок не натирает, и запястье под ремешком не потеет. При носке смарт-часы не ощущаются, и спать в этих часах комфортно. Сборка, как и качество материалов, хорошая. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, динамик, микрофон и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту биометрический датчик BioTracker PPG версии 5.0 с поддержкой измерения кислорода в крови, датчик биоэлектрического импеданса, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, барометрический высотомер, датчик освещенности и датчик температуры. Amazfit Balance могут круглосуточно мониторить сердцебиение с периодичностью в 1 минуту, ну а максимум 30 минут. Уровень кислорода в крови измеряется автоматически в состоянии покоя, а уровень стресса каждые 5 минут. Удобно, что есть измерение всех показателей одним нажатием. Температура кожи измеряется в автоматическом режиме, пульсу воздуха, как и кислород в крови, они не нащупывают. Результаты измерения здоровья имеют минимальную погрешность. Мониторинг сна отличный, как и мониторинг фаз сна и дневного сна. Плюс есть функция отслеживания дыхания во время сна. Помимо перечисленного, на борту есть также различные напоминания, система оценки здоровья PAI, дыхательные тренировки, активность, женское здоровье, приложение готовность с 6 основными показателями для более продуктивного образа жизни, некорректное измерение состава тела, по мне, планирование тренировок на неделю, приложение медитации, измерение давления воздуха и высоты. И не только. Весь мониторинг здоровья можно настроить в приложении или на самих смарт-часах, что очень даже удобно. На самих смарт-часах также можно посмотреть достаточно информативные графики, как в целом и в приложении. Далее на корпусе также есть механическая кнопка для перехода к тренировкам, а также кнопка колесика, которая отвечает за переход к меню, возврат, включение-выключение, а прокруткой можно перемещаться по интерфейсу. Управлять смарт-часами также можно через голосовое управление. Данная модель не поддерживает русский язык, но есть английский. В настройках можно переназначить действие на любой из предоставленных, как на верхнюю кнопку, так и на нижнюю. Летим дальше. С фронтальной части нас встречает AMOLED-экран на 1,5 дюйма с разрешением 480 на 480 пикселей. Соотношение экрана к корпусу 73,4%. Это неплохо. Рамка у экрана есть, но она минимальная. Интерфейс доступен на русском языке. Перевод неплохой, как и шрифт. Плотность пикселей 323 ppi. Скроллинг плавный, перемещаться по интерфейсу удобно. Для экрана есть 2 стиля цветопередачи. Яркий и естественный. Яркость до 1500 нит. При прямом попадании света на экран яркости хватает. Пользоваться смарт-часами даже в солнечный день можно без проблем. И запаса яркости достаточно. Яркость регулируется ползунком. Автояркость на борту. Работает она корректно. Время до отключения экрана максимум 30 секунд. Функция включенный экран максимум до 20 минут, что стандартно. Также есть полноценный Always On Display. Работает он в автоматическом режиме весь день или по расписанию. На борту имеется 8 предустановленных стилей AODA, которые можно настроить под себя. Также можно установить циферблаты, которые имеют
имеют свой стиль аудио. При поднятии руки экран загорается моментально, настроить скорость отклика и время работы данной функции возможность есть. Из полезного есть активация экрана при уведомлении или во время тренировки. Функция для выключения экрана накрытием ладонью, отрабатывает она хорошо, как и включение экрана тапом. Далее с главного экрана по свайпам снизу вверх уведомления, сверху вниз это панель быстрого доступа, которую можно настраивать, разумеется, под себя, что удобно, и в ней есть практически все необходимое. Свайп слева направо и наоборот удобные карточки быстрого доступа, которые также можно персонализировать. Первый свайп слева направо список карточек быстрого доступа, в меню есть пай, тренировки, журнал тренировок, статус тренировок, к примеру, анализ VO2 Max после тренировки, время восстановления и нагрузка. Тренер ZEP на базе искусственного интеллекта, чтобы использовать эту функцию, необходимо в приложении создать план тренировок. Также есть бета-версия чата с искусственным тренером, но данная функция работает не во всех регионах, и по отзывам ничего толкового с нее взять нельзя. Измерение пульса, температуры кожи, измерение кислорода в крови, измерение одним касанием, мониторинг уровня стресса, мониторинг сна, активность, дыхательные тренировки, готовность, измерение состава тела, планировка тренировок и отдыха, медитация, компас, барометрический высотомер с давлением воздуха, погода с подробной информацией, VIP-карточки участников, плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, загрузить треки на часы возможность есть, за что плюс. Телефон с контактами, которые можно добавить через приложение, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, календарь, солнце и луна, история менструации, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме. Поиск телефона, мировое время, список дел, заводной таймер и голосовые заметки. Сортировать меню можно прямо со смарт-часов. В настройках помимо ранее перечисленного есть настройка звука и вибрации. Вибромотор тактильно приятный, в приложении можно создать кастомную вибрацию, и это круто. Далее можно включить кнопочный режим, настроить режим сна, режим не беспокойте, режим экономии заряда, блокировку смарт-часов, выбрать стиль меню, настроить функцию утренние новости, анализ и настройка расхода заряда аккумулятора и обновление прошивки. Летим дальше. Операционная система ZEP OS версии 3.0. Система работает без сильных подвисаний. Отмечу, что с обновлениями добавились некоторые измерения в интерфейсе. Выделенной внутренней памяти доступно на борту 2,2 гигабайта. Версия Bluetooth 5.0, и за это отдельный минус. Но связь со смартфоном данная модель держит стабильно. Подключить нагрудный датчик возможность есть, как и подключать наушники. Wi-Fi поддерживается стабильной частоты 2,4 ГГц. Есть модель ZEP Pay и поддержкой MasterCard. Ей можно будет платить. Тренировок на борту более 150 видов. Отслеживание плавания и измерение пульса на борту, как и автоопределение 8 спортивных движений и 25 силовых движений. GPS-навигация 6-спутниковой системой позиционирования в наличии, ее можно настроить. Загружать маршруты на сами смарт-часы для использования навигации можно. Определение местоположения в городских условиях довольно быстрое, не больше 10 секунд. Карты строятся неплохо, но отклонения от маршрута есть. Для тренировок есть большое количество вспомогательных функций и настроек, как, к слову, и для мониторинга здоровья. Можно днями сидеть и настраивать смарт-часы, но опять же, мало кто будет пользоваться всем функционалом. И данная модель, как и другие модели, рассчитаны на разную аудиторию. Во время тренировки можно пользоваться плеером и навигацией, что удобно, но в фоновом режиме тренировки не могут работать. Далее разговаривать со смарт-часов возможность есть, динамик громкий, микрофон отрабатывает отлично. Входящий звонок можно принять или сбросить, также включить беззвучный режим или отвечать заготовками. Уведомления приходят практически моментально, длинный текст посмотреть нельзя, смайлики отображаются, как и иконки приложений. Фото, картинки и так далее не отображаются. Ответить на сообщение можно, но только смайликами или быстрыми заготовками. Клавиатуры нет. Далее, емкость аккумулятора 475 мАч. Полный цикл зарядки занял у меня 2 часа 15 минут с включенным всем мониторингом здоровья, без включенного АОДа, с автоматической яркостью в стандартном сценарии использования. За 3,5 суток смарт-часы потратили 37% заряда, что, к слову, хороший результат. Полностью разрядились они за 6,5 суток. Далее, Amazfit Balance имеют водонепроницаемость 5 атмосфер. За время моего использования вода на них никак не повлияла. Также, для примера, я окунул их в емкость с водой. Разумеется, они никак не пострадали. Но я не советую вместе с ними ходить в сауну или баню, а также купаться в соленой воде. Летим дальше. Amazfit Balance работает в паре с приложением ZEP. В приложении можно отслеживать все показатели вашего здоровья или перейти к тренировкам. Циферблатов более чем достаточно. В магазине есть анимированные циферблаты, также есть персонализированные циферблаты, кликабельные циферблаты, через которые можно переходить к определенным приложениям. И любую фотографию, разумеется, установить на заставку можно. Далее есть стандартные настройки смарт-часов, а также в приложении можно загрузить музыку на смарт-часы, загрузить маршрут, воспользоваться магазином с приложениями. Их там не так прям много, но есть полезные. К примеру, можно установить ZEP Aura для музыки перед сном, калькулятор, карты для навигации, игры, фитнес-приложения и не только. Далее, минусы — это управление камерой по Bluetooth совместно с только устройствами iOS. Старая версия Bluetooth
Bluetooth, нет клавиатуры, нельзя загрузить офлайн карту, закаленное стекло быстро собирает царапины, также у данной модели нет полноценной мультизадачности. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, а на относительный космос, может быть, на распродажах будет адекватней. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, кто еще при этом подписался и комментарий оставил, еще и колокольчик, троекратное вам спасибо и ура. Резюмирую, Amazfit Balance очередная новинка, которая в отличие от модели Cheetah имеет достаточно приятный ценник. Не скажу, что я в полном восторге от Amazfit Balance, но я однозначно заметил улучшение по сравнению с прошлыми моделями, особенно это касается поддержки Zepp Pay в модели с NFC, самой системы Zepp OS версии 3.0 и интерфейса. Amazfit создает хорошие смарт-часы с гибкой настройкой и большим функционалом. И данная модель в принципе не исключение. Напоминаю, не забудьте посмотреть топ-10 смарт-часов на канале. Вам он будет тоже полезен и интересен, если вас интересуют смарт-часы. Девайсу от меня да, добра и удачи вам, дорогие друзья.